Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Эх, люблю я лето. Бывалоча, выйдешь в сад, сядешь за стол под развесистой клюквой, разогреешь самовар на сосновых шишках. Хорошо? Рядом медведь сидит в картузе и так душевно на балалайке играет. А ты отдыхаешь, попиваешь себе самогон из самовара, блинами с красной икрой и сметаной закусываешь. А там уже и банька с березовым веничком поспевает. Ну, в общем, вы меня понимаете. На просторах интернета увидела работу другого мастера. И так она меня вдохновила, что решила шить что-то свое. Каждый мастер работает с тем материалом, который у него есть. А у меня нашлись образцы мебельной ткани. Соберем все бежево-коричневые оттенки. Из них нарежем квадраты 10 на 10 сантиметров. Для начала сошьем их попарно. При работе с мебельной тканью есть особенности. Это синтетика, очень плотная и упругая. Выкраиваем все точно. Шьем везде с одинаковым припуском. Деталей очень много, поэтому шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки делаем обязательно. Отшитые детали разворачиваем, швы расправляем на две стороны и закрепляем их машинной строчкой. Сначала с одной стороны, а потом и с другой. Знаете, девочки, чтобы было дальше легче работать, рекомендую собрать несколько крупных блоков, составленных из мелких квадратов. Первым делом подготовим 4 детали для лап, а дальше уже можно разложить заготовки на полу и определиться с раскладкой. И начинаем потихоньку работать над полотном. Сразу скажу, дело это не быстрое. Мне недавно в комментариях написали, что я затягиваю видео, много разговариваю. Да, милые вы мои, вы смотрите видео 8 минут, а я шью это изделие несколько дней. Вы уж поддержите мои старания, подпишитесь на все мои каналы,
Поставьте класс и напишите комментарий. Когда мы шили центральную часть, присоединим детали лап, а дальше уже мелом нарисуем контур медвежьей шкуры. После этого отрежем лишнюю ткань. А дальше уже готовим шкуру к стежке. У меня нашелся кусок гобелена. Используем его. Но только кусок немного узкий, но ничего страшного. Отрежем лишнюю ткань и этими кусками дополним недостающие места. Все тщательно скалываем булавочками. Гобелен мы отрезали с припуском 2-3 см со всех сторон. После этого приступаем к стежке. Для начала все прошьем просто в шов. Чтобы ничего не перекосило, шить начинаем с одного края. Доходим до конца. Следующий шов начинаем с той же стороны, что и первый шов. Прошили квадраты в одном направлении, прошиваем в другом. Смотрите, на обратной стороне хорошо видны линии швов, а с лицевой стороны просто квадратики. Если есть желание, то можно сделать еще дополнительные швы. Изогнутые линии по диагоналям получаются как лепестки. Девочки, дорогие мои, хочу сообщить вам новость. Сейчас создала канал на Бусти. За символическую плату вам будут доступны новые видео и подборка лучших мастер-классов. Все это в хорошем качестве и без рекламы. Это дает вам возможность финансово поддержать канал в наше нестабильное время. Буду очень благодарна за поддержку. Когда все полотно простегано, приступаем к дальнейшему декору. Самое интересное, что края гобелена очень сильно расползлись и размахрились. Неожиданно получилась очень симпатичная бахрома. По краю изделия прошьем несколько раз строчками, чтобы край ткани дальше не распускался. И оставим так. А медведю сделаем нос, глаза и уши. У меня нашелся мебельный кожзам. Используем его. Чтобы детали не отваливались сразу, закрепим их клеем-карандашом, а уже потом пришьем на швейной машинке. И еще у меня нашлась очень интересная тесьма с балабушками, как раз кстати. И получилась у нас прекрасная медвежья шкура в стиле пэтчворк. Представьте ее на стене, в комнате для отдыха, в бане или сауне, или рядом с камином.
очень красиво и декоративно. Но самое главное, не говорите детям, что это тот самый медведь из мультфильма «Маша и медведь». Не травмируйте детскую психику. Ну что, дорогие мои девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!